Приветствую всех на моем канале. Спасибо, что заглянули. Не забудьте нажать кнопочку подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. А также нажмите колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видео. В данном мастер-классе я покажу, как я вышиваю глаза своим вязаным куклам. Я буду использовать вот такую голову для примера. Голова это связана по мастер-классу кукла Алисия, который можно приобрести на моем сайте smallydolls.ru. Для работы я использую нить мулине хлопок 100% мерсеризованный. Понадобится 4 цвета: белый, черный и 2 цвета для радужки. У меня это голубой и синий. Можно вместо двух этих, например, взять светло-зеленый и темно-зеленый, или светло-коричневый и темно-коричневый, или любые два других цвета одного оттенка. Важно использовать тонкую бисерную иголку. Швейной иголкой вышивка не получится по этому принципу. Так как у моей куклы голова чуть более 3 см, я вышиваю в одну нить. Также может понадобиться клей ПВА. Я покажу сам принцип вышивки рядов вот на таком шарике для удобства. Нить я всегда ввожу сзади головы, потом кончики прячу в голову. Вывожу нить в нужном месте. Не нужно вводить иглу внутрь петель. Вышивать будем, цепляя сами петли, то есть иголку вводим внутрь столбиков связанных. Так как иголка тонкая, то она легко входит в эти петли. Вышивать глаза будем рядами. Чтобы сформировать ряд, будем вводить иголку в петли столбиков. А затем будем заводить иголку за только что полученные стежки. Важно вводить иглу всегда с одной стороны. Таким образом получится сплошная линия нужной нам формы. Перед тем, как начать вышивку, определитесь с формой будущих глаз, какую форму вы хотите. Лучше схематично нарисовать глаза, чтобы ориентироваться на свой рисунок. Также я рекомендую сначала попробовать вышить глаза на просто связанном, например, шарике, чтобы найти свою форму глаз, какую вы хотите, и попробовать ее вышить. Только после этого приступайте к вышивке на готовой голове. Формы глаз могут быть разные, все по вашему желанию. Все эти глаза можно вышить тем способом, который я показываю. Схематично покажу, как я вышиваю глаза при помощи рисунка. Для начала я вышиваю черный зрачок, затем тем стежком, который только что я показывала на шарике, я прокладываю вокруг зрачка ряд.
И далее по полученным стежкам прокладываю нить. Затем формирую еще один ряд. Меняю нить на темный цвет. Также делаю ряд туда и обратно стежки. И затем беру белую нить и уже формирую белок глаза столько рядов, сколько мне нужно в тех местах, где мне нужно в зависимости от формы. И уже после этого я оформляю глаз, подчеркиваю сверху, снизу. Можно сделать верхнее веко. В конце видео я покажу, как его сделать. Только после этого я приступаю к вышивке глаза. Я буду вышивать вот такую форму. А вы формируете глаз в зависимости от вашего рисунка. На голове нужно наметить места, где будут зрачки. Я рисую простым карандашом петельку, где буду формировать зрачок. Также желательно сразу прочертить и второй зрачок, чтобы потом легче было симметрично вышить второй глаз. И также я прорисовываю верхнее веко. Теперь заполняем нарисованный зрачок черной нитью несколькими стежками. Вводим иглу сзади головы и выводим в нарисованном месте. Помогайте себе при необходимости плоскогубцами. Вышиваю я в одну нить. И несколькими стежками я формирую зрачок. Вводим иглу также под сами столбики, внутрь столбиков. И заполняем центр глаза. После того, как вышили первый зрачок, обязательно сразу вышите второй. Проверьте симметрию, чтобы оба зрачка получились симметричные относительно центра лица. Я временно втыкаю иголку с черной нитью в голову, чтобы она мне не мешала. Позже она мне еще понадобится. И беру иголку с ниткой цвета радужки. Снова ввожу иголку сзади и вывожу вот в это место.
Теперь я буду делать стежки вокруг зрачка вот в этих местах. Итого у меня получается 5 стежков. Поворачиваю голову и буду вводить иглу только за только что сделанные петли. Затягивать сильно не нужно. Получится вот так. Теперь я ввожу иглу в петлю рядом с этим местом и прокладываю стежки. Аналогично, но уже не полный ряд. Разворачиваю голову и вышиваю в обратную сторону. Иглу временно втыкаю в голову. Беру темно-синюю нить, ввожу иглу также сзади и вывожу вот сюда. Снова делаю стежки здесь, здесь, здесь и здесь. У меня 4 раза. Разворачиваю голову и обратно вышиваю за только что сделанные стежки. Снова втыкаю временно иголку в голову, беру иглу с белой нитью, ввожу сзади и вывожу вот сюда. И снова аналогично вышиваю стежки. 1, 2, 3, 4, 5. Поворачиваю голову и делаю обратные стежки. Ввожу иглу рядом и снова делаю стежки туда и обратно. Еще сдвигаю стежок в бок и делаю стежки. 1, 2, 3. Разворачиваю и иду назад. 1, 2 и 3. И еще разок рядом цепляю и делаю стежки. 1, 2.
И обратно делаю. Один, два. Теперь все 3 иголки я вывожу ко второму глазу, а черную обратно возвращаю к первому. И точно такими же стежками вперед-назад я вышиваю сверху и снизу глаза. Тут уже на ваше усмотрение, в зависимости от желаемой формы, формируйте черные стежки, придавайте ту форму глазу, которую вы хотите. При использовании снизу более светлой нити взгляд получится более открытым, чем при использовании черной нити. Можно сделать верхнее веко. И не забудьте сделать блики. Для верхнего века понадобится та же пряжа, из которой связана голова. От этой ниточки отрезаем небольшой кусочек и прикладываем к глазу. Вводим крючок в месте роста волос сбоку и выводим сбоку глаза. Захватываем нить крючком и вытягиваем. Второй конец выводим к носу. Эта нитка должна касаться верха зрачка. Промазываем клеем ПВА и придаем нужную форму. Лишний клей уберите. Дайте высохнуть. Когда все высохло, берем иголку с черной нитью или любого другого цвета и выводим в уголок глаза. Подчеркиваем сверху глаз и снизу таким же стежком. И в конце я еще раз фиксирую клеем
ПВА уже готовый глаз. Приступите к вышивке второго глаза аналогичным образом. Старайтесь соблюдать симметрию.